И да, снова Mini Days. Всем привет! Сегодня будут гайды не по День R, а по Mini Day Z. Сегодня мы будем разбирать такую тему, как локации. Всего их в игре 25 штук и 5 заливов. Друг от друга они очень сильно отличаются, и в этом видео мы узнаем почему. А также, по своему игровому опыту, я буду вам говорить, где какой лут можно найти, где лучше всего лутаться, где можно найти огнестрел и где можно найти компоненты. Приступим, но сначала мы кое с чем ознакомимся. Материал данного видео я буду вам объяснять в данном ключе. Большими буквами сверху – это название. Ниже идет описание, вид локации. Локации делятся на несколько видов. Я их самостоятельно подразделял. В определенном виде локации есть свой определенный лут, а также архитектура, расположение некоторых объектов и противники. Размер карты, но тут, я думаю, понятно. Уровень опасности я подразделял также, на свой опыт. Будет идти этот уровень по шкале от 1 до 10. Основной лут. Скажу вам заранее, основной лут – это значит тот лут, который чаще всего встречается. Это значит, он не обязательно там может появиться вообще или в определенном для вас количестве. Там может помимо материалов также появиться медицина или компоненты, ну вы поняли. Виды противников. Какие именно противники будут встречаться вам на локациях? Тоже заранее скажу. Я могу обозначать не всех противников, так как на территории, скажем, ферм могут появляться как зомби, так и волки. Но волки в практическом меньшинстве, но все же они там встречаются. Или же в определенных локациях могут появиться солдаты или биозараженные. Фотолокации. Затраты. Сколько единиц еды мы тратим на рейд, а также сколько времени занимает авторейд. И уровень вышки. Ну а теперь приступим. Опушка леса. Вид локаций. Природная зона. Размер карты маленький. Уровень опасности 1. Тут стоит сказать, что мой уровень опасности идет в уклон более опытных игроков, нежели новичков, которые только что скачали игру или несколько часов поиграли. Конечно, для новичка этот уровень опасности будет намного выше, но я равняюсь на опытных игроков, которые были на грани смерти или даже несколько раз умерли, и которые обзавелись каким-никаким снаряжением. Основной лут, материалы, виды противников, волки и зомби. На этой локации можно довольно в большом количестве найти древесины, а также редко встречаются пиломатериалы и гвозди. Ну и так как это природная зона, там полным-полно кустов с ягодами, которые можно и даже нужно собирать. Фермерская долина. Вид локации – ферма. Размер карты – маленький. Уровень опасности – 2. Основной лут – еда. Виды противников – зомби. В основном деревенщины. А также редко встречаются и волки. Простенькая начальная локация, в которой можно собрать от 15 до 25 единиц еды. В основном встречаются овощи и фрукты. Первый уровень вышки и одна из первых локаций, которая попадается нам на глаза, это деревня Кукуева. Она уже больше своих предшественников. Уровень опасности 3. Лут смешанный, а также можно найти одежду и оружие. Виды зомби, деревенщины и коротышки. Коротышки – это зомби, которые бегут намного быстрее всех своих сородичей, а также в 1,5 раза быстрее наносят удары. Их можно различить по маленькому размеру и по серой толстовке. Рекомендуется новичкам, так как эта локация ничем не уступает ноябрьскую. Там можно найти байкерскую куртку, у которой хорошая защита, а также биту, гаечный ключ, наборы инструментов, огромное количество мусора и металлолома, дубинки полицейского, а также есть шанс найти походный рюкзак. Ноябрьск. Число генерирующихся зданий увеличено в 1,5 раза. Здесь уже большее количество пентхаусов. Это больших двухэтажных домов. Но не надейтесь, что там какой-то ценный лут. В основном он даже бесполезный. Но тут увеличен спавн полицейского участка. А там уже можно найти ИШ-70. Хотя пистолет крайне посредственный.
как и все огнестрельное оружие в игре. Но также можно найти патроны 9 мм, полицейскую униформу, фуражку и дубинку. Да и также можно найти походный рюкзак. Руины чаек. Крайне недооцененная локация. Преимущество есть в том, что там полным-полно руин, и лут находится прямо на ладони. Из ценного можно найти огнестрельное оружие, тот же ИШ-70, и обрез БК-43, патроны 12-го калибра, а также полным-полно других разных патронов и армейской тушенки. А также тут встречаются и биозараженные. Биозараженные – это обыкновенные зомби в желтых скафандрах, которые очень заразны. При ударе они могут вам давать от 5 до 10 единиц заражения. Также у него есть и красный собрат, но до него еще далеко. Белая поляна. Но тут сказать особо нечего. Просто большая фермерская долина. Хотя еды здесь можно собрать уже по-разному. И даже меньше. Город рабочий. В 1,5, а то и в 2 раза больше, чем Ноябрьск. Лут по сравнению с Ноябрьском, ну, в основном одинаковый. Может встречаться больше еды и мусора. Завод Малиновка. Если вам нужно много материалов и компонентов, вам дорога туда. За рейд вы сможете набрать от 20 до 30 единиц материалов. Также там полно компонентов. Но самое ценное, что там еще можно выбить, так это молот. Это одно из самых сильных оружий в игре. За все свое время я пока выбил только 3 молота. Оружие довольно сильное, но очень громоздкое, и поэтому скорость атаки занижена. Пригород Краснограда. Довольно переоцененная локация. Я мало набрал чего ценного. Единственное, что я там набрал, так это пиздюлей. Особо ничем от рабочего не отличается. Правда, именно на этой локации я нашел магазин оружия. Но огнестрельного оружия я там так и не нашел, как и в дальнейшем в будущем. Вообще, данная подлокация полная хуйня. Эй, если тебе нужно еще одна кучка бесполезных патронов, так заходи туда. Лешак. Крайне недооцененная локация. И я думаю, что вы проходите мимо нее, а зря. На данной локации можно найти обрез БК-43 и даже цельный дробовик. Также там полно древесины, можно найти капкан, веревку, пиломатериалы и гвозди. Но и большая ценность всей локации – это нахождение охотничьего или альпинистского рюкзака, которые имеют 15 и 25 кг грузоподъемности. На данной локации встречается новый тип врагов – это кабаны. Они не атакуют волков, что довольно странно, и они ничем не отличаются от зомбарей. Сбитых гвоздями можно выносить с 3 или 4 ударов. Черный лес. Тоже очень ценная локация. На ней можно найти также рюкзаки, обрезы, дробовики и винтовку Мосина, ягоды и гору разных патронов. Здесь также встречается уникальный тип противников. Это медведи. Они очень сильные и выносливые. Скорость у них не сильно отличается от кабанов или других зверей. Даже не пытайтесь узнать, за сколько ударов они вас вынесут. Ну, если объяснять кратко, то... Не лезь, блядь! Центр Краснограда. Ранее мы обозревали его пригород, то есть окраины города. Сейчас же мы с вами посмотрим центр, или же основную часть города. Красноград – второй, один из самых крупных городов на этом острове. Это одна из самых больших локаций в игре, и тут огромное количество разного лута. Хотя чего-то ценного вы там не найдете, в основном хлам. Да и там довольно очень много зараженных, так что вы получите только пиздюли. Армейские склады – это комплекс гаражей и военных складов возле деревни Тисы. Довольно большая локация, на которой разбросаны разные военные базы, блокпосты, вышки и склады. Очень ценная локация, так как там полным-полно разных сухих пайков и армейских тушенок. Даже за обыск маленькой части карты я набрал свыше 30 единиц еды. И получить такое количество еды можно за счет сухпайков. За один сухпай вам дается 5 единиц еды.
Ну и конечно же, огромное количество военного снаряжения и огнестрельного оружия. И также есть шанс найти боевой рюкзак. Он ничем по грузоподъемности не отличается от альпинистского, за исключением в том, что он намного прочнее. Блокпост на шоссе. Это крайне интересная и полезная локация. По луту она даже не уступает Тисам. Но военное снаряжение и огнестрельное оружие там встречаются довольно редко. Да и то, в основном это Кольт или Глок. Но за рейд там можно набрать в существенном количестве медицину, а именно бинты, пакеты физраствора и крови. Колхоз Солнечный. Довольно большая ферма, где можно набрать еды. Правда, еду можно и в больших количествах набирать и в Тисах. Но здесь почти нет солдат и мало биозараженных. Заливы. Всего в игре их 5 штук. На эту локацию можно идти только авторейдом, и время определяете вы сами. От 1 до 8 часов. За 1 час вы потратите 1 единицу еды. В основном, выжившие там набирают разную рыбу, ракушек и обломки, которые могут дать от 5 до 15 единиц еды и материалов. Там нет зараженных или зверей, так что вы не получите урон. И чего-то ценного тоже. Рекомендуется ставить на авторейд перед сном. Внизу будет ссылка в описании на Discord, и мне будет нужна ваша помощь. Если вы имеете 5-й уровень вышки и какой-то опыт в игре, то вы можете поделиться информацией на сервере в Дискорде. Вы сильно поможете в создании второй части данной рубрики. Мне будут нужны ваши скриншоты, а также описание данной локации. Материал на 4-й уровень вышки у меня уже есть, а вот на 5-й нету. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.